«Не могу забыть». Так называлась ее первая книга. «Не могу забыть», так скажет каждый, кто хотя бы однажды общался с ней. Судьба этой женщины многих заставила иначе посмотреть на свою историю. Недавно Аделе исполнилось 90 лет. В этот день к ней в дом приходили десятки людей: политики, писатели, историки, деятели культуры, журналисты. Наперебой поздравляли из России, Ирана, Греции, Израиля, Венгрии, Турции. Дом был полон гостей. В этот день президент вручил ей орден. Еще совсем недавно всего этого внимания не было. Аделе жила обычной жизнью, и мало кто знал, что она фактически единственная из ближайшего окружения легендарного абхазского деятеля Нестора Лакоба, которой удалось выжить при сталинских репрессиях. Однажды она написала об этом, и ее история потрясла всех. Все, о чем рассказывала Аделе, подтверждалось в документах. Из всех архивов бывшего СССР были собраны копии. Сухум 20-х годов. Во главе Абхазии стоит Нестор Лакоба. В народе его любя называют глухим. У абхазского революционера были проблемы со слухом после выполнения очередной подрывной операции еще до начала революции. На общем фоне Нестор довольно резко отличается от других лидеров советских республик. Несмотря на то, что он, как и большеусый, так абхазские крестьяне называли Сталина, изначально был скорее практиком, чем теоретиком революционного дела, за Нестором нет кровавой славы. В народе его воспринимали как национального героя, эдакого абхазского Робин Гуда. И тем временем, как в России, люди начинают догадываться, что с приходом советской власти жизнь вовсе не стала такой уж сладкой. У Лакоба получается создать в Абхазии своеобразный оазис, в котором никто никого просто так не расстреливает и никого не высылают за границу. Все это ему удается в первую очередь за счет личного авторитета. Сталин был дружен с ним и на многое закрывал глаза. Определенный период времени, в 20-х годах, они были очень близки. И часто Сталин даже шутил и говорил: «Я Коба, а ты Лакоба». Вот такая была. И ему нравилось, импонировало, что Лакоба тоже учился в Тифлисской духовной семинарии, потом принимал участие в боевых операциях партии, тоже чем и занимался Сталин. Благодаря стараниям Нестора Лакобы, коллективизация, в ходе которой от голода в Союзе погибали десятки тысяч людей, практически обошла Абхазию стороной. Он делает все, чтобы сохранить в селах традиционный уклад жизни, старается не жестко навязывать партийную линию, а терпеливо объяснять, что перемены необходимы. Если бы он в точности выполнял все рекомендации Москвы, то здесь была бы, наверное, прием и губительная коллективизация. Он говорил, что у нас нет кулаков. Понимаете, он говорил, что у нас совершенно другие условия жизни. И в 1929 году он и Сталина убедил в том, что здесь невозможно проводить коллективизацию. Известно письмо Сталина в 1929 году, где он пишет о том, что невозможно переводить русские образцы жизни на абхазскую почву. У абхазских крестьян всегда было принято общаться с князьями на равных. Каждый мог подойти к правителю, и тот был обязан его выслушать. Возглавив Абхазию после революции, Нестор Лакоба, сам выходец из крестьянской семьи, продолжал оставаться простым и открытым человеком. Впрочем, как и его жена Сария. Люди приходили к ним с просьбами, спрашивали совета. Тетя маленькой Аделе, дочка абхазки и иранца, дружила с Сарией, а Нестор, решая государственные дела, частенько прислушивался к ее мнению. Благодаря тете Аделе впервые попала в дом Лакобы. Ее пригласили на день рождения их сына. Там она и познакомилась со своим будущим мужем Эмди, родным братом Сарии. 7 лет мне было, когда уже моя тетя с Нестором в дружбе была.
Она все заявления собирала, привозила Нестору. И Сария ей сказала: когда ты придешь поздравить мальчика, приведи свою племянницу. А я в балете тогда училась. Мама меня делает большой голубой бант, как сегодня помню. Я немножко запоздала. Когда она меня привела, открыла дверь, где были дети, они танцевали. И я тоже, а я любила танцевать. И у меня каким-то образом бант развязался. А в это время открылась дверь. Стоит молодой человек и улыбается, и смотрит. Подошел ко мне, завязал бант, а я на него смотрю, думаю, кто это? Завязал бант, а в это время Сария зашла. Сария зашла, подошла ко мне, погладила по голове. Эмди, ты что хочешь здесь? Да у нее, говорит, бант развязался, я поправил. Так поднял мне лицо, посмотрел. Знаешь, Сария, она вырастет, я на нее женюсь. А я, и знаю, как-то она сус ему и увела. Это было первое знакомство с ним. Спустя 8 лет Эмди, как полагалось по абхазским обычаям, украл свою будущую жену, несмотря на то, что ей было всего лишь 15. Это был рискованный поступок даже для Кавказа. Сам Нестор поначалу не одобрил выбор Эмди. Вначале он возмущался, что меня такую молодую взяли, обругал их всех и сказал, да, и сказал мне, если кто тебя обидит или не так отнесется, скажи мне только, я их всех на место поставлю. Но меня никто не обижал, все были внимательны, все любили, одевали, в театр вместе ходили. Итак, Адиле поселилась в доме Нестора Лакобы. Она взяла фамилию мужа, Джихаглы. Начались самые счастливые дни в ее жизни. В семье Лакобы ее приняли очень тепло. Особенно близкие отношения связывали Адиле с Сарией. Жена Нестора сама была из простой семьи, но всю жизнь занималась самообразованием. Наряду с прекрасным умением танцевать национальные танцы, она искусно могла поддержать разговор на любую тему, хорошо разбиралась в европейской моде, безукоризненно придерживалась светского этикета. Всему этому Сария обучала и свою юную невестку. Адиле вспоминает ее с особой нежностью. Чуть я настроение не так или что, бежит. Адиле, что случилось? Что случилось? Возьмет меня так за подбородок, гладит. Мы тебя все любим. Что тебе не нравится? Скажи. У нее чуть-чуть овальное, круглое лицо, чуть-чуть овальное. Глаза большие, черные, красивые. Брови, как веер, нарисованные. Прически она меняла. И всегда улыбалась. Зубы, как жемчуг. Я ее вспоминаю только с глубокой любовью. Светскую жизнь в Сухуме Адиле подробно описывает в своей книге. В 30-е годы столица Абхазии продолжала оставаться многонациональным городом европейского типа. Как и в начале века, здесь было полно иностранцев, работали опера и театр. Естественно, что такой своевольный нрав Нестора Лакобы устраивал далеко не всех партийных лидеров. Особенно злило многих то, что обычно нетерпимый к подобным вещам Сталин продолжал доверять и покровительствовать Нестору. Вождь не раз предлагал ему должность наркома внутренних дел. Лакоба, прекрасно отдавая себе отчет в том, чем ему предстоит заниматься, мягко отказывался. Это стало настораживать Сталина, и отношения Нестора с Москвой начали постепенно портиться. А люди, которые раньше завидовали его самостоятельности, стали только способствовать этому. Больше всех ревновал Нестора к вождю еще один выходец из Абхазии – Лаврентий Берия.
Именно он впоследствии фактически уничтожит всю семью Лакоба. Адиле до сих пор с ужасом вспоминает о своих впечатлениях от встречи с этим человеком. Я поднялась, открыла дверь, захожу, в зале сидят мальчик, красивая женщина, была у него красивая женщина, а он на стороне стул подвинул, вот так сидит, вот так он сидит и смотрит. Я открыла дверь, зашла, Сария меня подвела. А Нестор по-абхазски сказал: «Дгутку пцутас». Ну, по-абхазски сюда целовать и обнять. Я подошла, поздоровалась, сюда и уже он проклятый, поцеловала, и он меня обнял. Я быстро оторвалась и хотела уйти. Сария говорит: «Нет, не уходи». И Нестор мне шепнул в ухо: «Держи себя свободно. Тут все свои, мы товарищи, встретились, майские праздники прошли». А он глаза у него слезистые, как будто плакал. Эта губа вот так смотрит. Я так испугалась. Не прошло несколько минут, открывается дверь, заходит мой муж. Он узнал, что я там и что Берия. Поздоровался с ним, со всеми, повернулся ко мне, говорит: «Адиле, мы же с тобой в гости идем, а ты задерживаешься». Я поняла, что он меня хочет увезти. Я встала, извинилась, меня Сария научила как. Извинилась, сделала реверанс и вышла вместе с ним. Он быстро потащил домой. Никогда не появляйся, когда этот человек бывает. Я стала интересоваться, что он ему сделал плохого. И тогда я узнала от других еще людей, какой он страшный человек. А моя свекровь спрашивает: «Асазду, дышпадде, дида, щет, анат хата». Сус мне так делает. Узбамиган, да уйду. Это была первая встреча с Берией. Однако, несмотря на запрет мужа, Адиле пришлось встретиться с ним еще раз, спустя несколько месяцев. Берия сам захотел увидеть ее лично. Юную Адиле в буквальном смысле лихорадило от его взгляда. Как и в прошлый раз, пришел Эмди и забрал ее. Он заметил мой страх. А мать меня спрашивает: «Абрижеда наббас дышпаббе, анат хатаси». Сус, она мне делает так: «Джерги бамхан, да уйду, джерги бамшан». А что, неправда? Через некоторое время жизнь Нестора Лакобы превратилась в настоящий кошмар. Внезапная и странная смерть абхазского лидера в Тбилиси во время его поездки к Лаврентию Берия перевернула все. Проститься со своим национальным героем в Сухуми приходят десятки тысяч человек. Однако вскоре Лакоба обвиняют в заговоре против Сталина и объявляют врагом народа. Всех членов семьи Нестора арестовывают, в том числе и 17-летнюю Адиле. Начинаются бесконечные пытки и допросы. Из близких к Нестору людей выбивают ложные признания, многие не выдерживают. И только Сария оставалась верной своему мужу до конца. Об этом Адиле узнала в застенках тбилисского НКВД от очередной сокамерницы, которая раньше была заключена вместе с Сарией. Когда мне стало легче, а мы на сене лежали, я решила немножко поправить. И вдруг на стене, вот в этом месте, «С. Лакоба». Я так вскочила. А что, Сария была здесь? А все меня спрашивают: «Откуда ты знаешь?» «Как откуда знаю? Я ее невестка».
Это она из-за тебя плакала? Кто-то сказал, молоденькую Джихоглы принес. А она догадалась, что это я. Волосы рвала. Мы, говорит, ее как свою дочь убили и погубили единственную дочь у родителей. Не выдержав пыток на допросах в НКВД, практически все ближайшее окружение Лакобы призналось в существовании заговора против Сталина. И только жена Нестора не подписала ни единой бумаги, очерняющей его имени. То, что смогла выдержать она, не смогли выдержать многие мужчины, в том числе и ее родные братья. Аделя описала в книге ужасную сцену, когда на одном из допросов Сарии устроили очную ставку с братьями. Они умоляли ее смириться, за что Сария назвала их трусами. Брат Аки, он большой такой, а Сария же маленькая была. Он говорит, сестра, пожалей нас, пожалей. Она говорит, вон отсюда, вы мужчины, тряпки. Как жалеть? Я никогда не подпишу. Следователи перепробовали самые изощренные пытки. Избивали до полусмерти. Но Сария оставалась непреклонна, даже когда практически лишалась рассудка от бесконечных допросов. Ни старания Берии, ни беспощадная машина НКВД не смогли сломать ее любовь и преданность к мужу. Рассказывая о смерти Сарии, Аделе Аббас-Аглы очень сложно сдерживать боль. И когда Сарии, говорит, стало плохо, сообщили этому ее следователю. Пришел Гадигаишвили проклятый, который с сапогами ее бил. Подпиши, говорит, еще кто-то с ним. Подпиши, говорит, мы тебя возьмем в хорошую больницу, будем лечить. Она говорит, хорошо. Они поверили. Она сидеть не могла, ее приподняли, дали ручку. А она харкнула, кровью залила. Вот моя подпись. И вот так, говорит, упала и умерла. Даже, говорит, этот зверь смутился. Все ужасы, которые пришлось пережить Аделе, она подробно описала в своей книге. После заключения ее отправили в ссылку в Северный Казахстан. От тюрьмы это мало чем отличалось. Оттуда тоже мало кто возвращался живым. Аделе совершает побег, возвращается в Сухум. Потом ее арестовывают снова. Все это время она находила в себе силы бороться. Аделе дала клятву когда-нибудь рассказать всю правду о Сарии и Несторе. Это обещание помогло устоять перед страданиями, унижениями и предательствами. Год назад она написала свою последнюю книгу «Моя Абхазия, моя судьба». В этом издании ее личная история дополнена архивными материалами. Аделе считает, что она выполнила свой долг. 23 апреля я родилась, и мне вчера исполнилось 90 лет. Я дала клятву в тюремной больнице. Много было больных. Если бы этот врач был бы живой, был бы свидетелем, что я дала клятву в Филомене. Все, что мне она рассказала, и от других, я жива и выполнила свой долг. Я сумела доказать всю правду. Теперь я могу спокойно умереть. В свои 90 Аделе Аббас-Аглы живет в доме, который когда-то принадлежал ее деду иранцу. Принимая гостей, она ведет себя как настоящая абхазская хозяйка. Усадить ее невозможно. Она внимательно следит за тем, чтобы угощения на столе не заканчивались. Не отпускает, пока не попробуешь ее фирменного самодельного ликера. Казалось бы, боль, которую ей пришлось перенести, должна была сделать из нее угрюмого, необщительного человека, сломать в конце концов. Это можно сказать о ком угодно, но только не об Аделе. В ее жестах чувствуется уверенное благородство. Свет, который исходит от ее сердца, наполняет каждого, кто приходит к ней в дом. После общения с этой женщиной
Становится стыдно за свои страхи, расстройства, неудачи, депрессии. Она не может забыть своего прошлого. Мы не можем забыть о Диле.